Друзья, всем привет! Сегодня хочу познакомить вас с еще одним праздничным блюдом. Кстати, оно и не только праздничное, но это блюдо точно будет и всегда есть на моем новогоднем столе. Это грузинский салат. Готовится он легко и просто из доступных ингредиентов, но поверьте мне, это самый легкий, самый такой, это тот салат, который подходит к любому основному блюду, будь то рыба, птица или мясо. Ну что, заинтриговала я вас? Тогда давайте скорее готовить. Для приготовления грузинского салата нам понадобится 5 штук помидор, 5 штук огурцов, кинза, петрушка, 50 граммов обжаренных грецких орехов, 1 чайная ложка уксуса, соль по вкусу, 2 зубчика чеснока, 1 красная луковица, перец чили, 30 мл растительного масла и 30 мл воды. Делаем заправку для нашего салата. Итак, отправляем мерный стакан, воду, растительное масло, чайную ложку уксуса, чеснок. Я удалила у чеснока сердцевинку, у меня здесь 2 зубчика, и грецкие орехи. Очень важно, чтобы грецкие орехи были хорошо обжарены. Обжариваем их в духовке при 170 градусах буквально 12-15 минут. Отправляем сюда же и все это пробиваем блендером до состояния пасты. Вот такая паста должна получиться. С помидор я всегда убираю кожуру, поэтому беру помидор, делаю такой небольшой надрез и заливаю их кипятком буквально на 1 минутку. Потом эту воду сливаю и заливаю их холодной водой и счищаю шкуру. Кипяток я слила, залила холодной водой, и шкурка прекрасно снимается. Так. Здесь у меня такой микс из томатов. С помощью овощечистки срезаю кожуру с огурцов. Нарезаем огурцы. Теперь нарезаем помидоры. Тонко нарезаю красный лук. У меня сладкий ялтинский, но это может быть красный. Я в рецептуре указываю 1 луковицу, но там вы уже смотрите, как вам нравится. Я вот добавляю половину лука. Острый перец. С ним нужно быть осторожными. Тут уже по желанию. Так, мне, в принципе, 1/3 для такого количества будет достаточно. Сейчас возьму шеф-нож и изрублю его. Так, петрушка и кинза. Я промыла, просушила их и нарезаю. Пыль не надо, но и сильно крупно не оставляю. Вот так. Теперь берем нашу заправку и отправляем ее в салат. Перемешиваем деликатно
ложкой. Так. И последнее – это соль. Солим по вкусу. Вот такой легкий и вкусный салат у нас получился. Он будет на моем новогоднем столе, надеюсь, и на вашем тоже. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте и давайте готовить вместе. А больше рецептов вы, конечно же, найдете на моем YouTube канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте.